Стоицизм часто неправильно понимают как философию подавления чувств или жесткой жизни. Однако его истинная сущность заключается в понимании природы жизни, сосредоточении на том, что мы можем контролировать, и развитии внутренней крепости спокойствия. В этой статье мы рассмотрим 10 стоических стратегий, которые помогут вам повысить вашу ценность в глазах других, выделиться и завоевать уважение. Как мудро сказал Марк Аврелий, лучшая месть — не быть похожим на своего противника. Не становитесь врагом собственного мира и благополучия. Я буду очень рад, если вы нажмете кнопку «Лайк» на видео, это поможет распространить философию стоицизма среди большего числа людей. Если вы еще не подписаны, пожалуйста, подпишитесь и активируйте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Первое. Научитесь быть редким. Концепция редкости заключается в том, что дефицит часто увеличивает воспринимаемую ценность. Это не значит дистанцироваться от людей или становиться недоступным, а понимать силу контролируемой доступности. Посвящая себя занятиям, которые стимулируют ваш ум и питают вашу душу, вы естественным образом ограничиваете свою доступность. Этот подход не о том, чтобы быть далеким или безразличным, а о намеренном распределении вашего времени и энергии на значимые для вас дела. Когда вы избирательно участвуете и обеспечиваете, что ваши взаимодействия значимы и целенаправлены, вы становитесь центром внимания, привлекая уважение и внимание окружающих. Этот продуманный подход помогает вам выделиться, делая ваше присутствие более ощутимым. В мире, где постоянная связь является нормой, овладение искусством избирательного присутствия может значительно улучшить то, как другие воспринимают и ценят вас. Второе. Создайте свое счастье. Создание своего счастья связано с глубоким понятием самодостаточности. Это начинается с понимания, что истинное удовлетворение — это внутреннее состояние, а не что-то, что исходит исключительно из внешних обстоятельств или одобрения других. Приняв эту концепцию, вы начинаете путь к самосознанию и самопризнанию. Определите аспекты своей жизни, которые приносят вам подлинную радость, будь то маленькие ежедневные победы, личные достижения или моменты спокойного размышления. Этот процесс воспитывает чувство внутреннего удовлетворения, которое не зависит от внешних факторов. Оценивая простые, но значимые аспекты вашего распорядка, такие как достижения на работе или спокойные моменты размышлений, вы развиваете глубокое чувство самооценки и удовлетворения. Это внутреннее путешествие требует осознанности и острого чувства самоанализа. Например, начните вести журнал благодарности, куда вы будете записывать вещи, которые приносят вам радость каждый день. Со временем вы заметите закономерности и распознаете маленькие, но значительные элементы, которые последовательно поднимают ваше настроение. Это может варьироваться от наслаждения утренним кофе до успешного выполнения сложной задачи на работе. Красота создания своего счастья заключается в том, что оно защищает вас от непредсказуемости внешних обстоятельств. Внешнее признание и материальные блага приходящие и могут быть отняты, но радость, которую вы культивируете внутри, долговечна и устойчива. Сосредотачиваясь на внутренних источниках счастья, вы создаете стабильную основу удовлетворения, которую нелегко поколебать волатильностью мира. Третье. Овладейте искусством молчания. Искусство молчания подчеркивает значительное влияние обдуманной коммуникации. Иногда удержание от немедленного ответа или инициирование разговоров может создать пространство для других, чтобы выразить себя. Это о балансе между доступностью и уважением к своему времени и присутствию. Практика искусства молчания демонстрирует уровень самоуверенности и самообладания. Это показывает, что вы не руководствуетесь потребностью в постоянном разговоре или взаимодействии, а оцените значимое и целенаправленное общение. Эта стратегия
способствует развитию более целенаправленных разговоров, побуждая вас учитывать время и содержание вашей коммуникации. В мире, где доминирует постоянная болтовня и потребность в мгновенных ответах, сила молчания часто недооценивается. Молчание позволяет для размышлений как вам, так и тем, с кем вы взаимодействуете, открывая пространство для более глубокого понимания и развития связей. Это как музыкальная пауза, которая, хотя и тихо, придает глубину и смысл композиции. Подумайте о воздействии хорошо подобранной паузы в разговоре. Она может передать обдуманность, дать другому человеку пространство для размышлений и более глубокого ответа, а также показать, что вы цените то, что он говорит. Молчание, использованное с умом, может стать мощным инструментом для построения более сильных и значимых отношений. Дорогие слушатели, мы заботимся о ваших мнениях о нашем контенте, поэтому мы ждем ваших ценных отзывов в разделе комментариев. Если вам понравилось, пожалуйста, укажите это, написав 1 в комментариях. Для контента, который вам не понравился, пожалуйста, укажите это, написав 0. Кроме того, если у нас есть новые подписчики, мы хотели бы поприветствовать их, написав «Я подписался» в комментариях. 4. Воспитывайте самодостаточность. Воспитание самодостаточности означает развитие глубокого чувства внутреннего удовлетворения. Это значит находить радость и удовлетворение внутри себя, а не полагаться на внешнее одобрение. Сосредоточиваясь на том, что вы можете контролировать, и отпуская то, что не можете, вы создаете стабильную основу удовлетворения, которая меньше подвержена внешним обстоятельствам. Начните с определения видов деятельности и аспектов вашей жизни, которые приносят вам подлинную радость и удовлетворение, будь то хобби, достижение личных целей или просто наслаждение моментами покоя и размышлений. Эти внутренние источники счастья строят устойчивость и самооценку. Сила самодостаточности заключается в ее независимости. Когда вы полагаетесь на свои собственные ресурсы для счастья и удовлетворения, вы становитесь менее подвержены внешним факторам. Эта внутренняя стабильность не только улучшает ваше благополучие, но и делает вас более привлекательным для других, так как они видят в вас источник силы и вдохновения. 5. Практикуйте эмоциональную регуляцию. Стоицизм учит важности эмоциональной регуляции. Это не значит подавлять свои эмоции, а скорее управлять ими здоровым и продуктивным образом. Понимая и принимая свои эмоции, вы можете реагировать на ситуации спокойно и рационально, а не импульсивно. Практикуйте осознанность и самоанализ, чтобы лучше осознавать свои эмоциональные триггеры. Когда вы сталкиваетесь с трудной ситуацией, сделайте паузу, чтобы вздохнуть и оценить свои чувства, прежде чем реагировать. Этот подход позволяет вам сохранять самообладание и принимать обдуманные решения, что вызывает уважение и восхищение со стороны других. Эмоциональная регуляция является признаком зрелости и силы. Овладев своими эмоциями, вы демонстрируете самоконтроль и устойчивость, становясь более стабильным и надежным присутствием в жизни тех, кто вас окружает. Это не только улучшает ваше собственное благополучие, но и укрепляет ваши отношения, поскольку другие ценят ваше спокойное и уравновешенное поведение. 6. Развивайте уверенное общение. Уверенное общение является ключом к тому, чтобы вас ценили и уважали. Это включает в себя четкое и уверенное выражение своих мыслей, чувств и потребностей, без агрессии или пассивности. Общаясь уверенно, вы устанавливаете границы, отстаиваете свои права и обеспечиваете, чтобы ваш голос был услышан. Практикуйте выражение своих мнений и потребностей прямо и с уважением. Используйте «я-утверждения», чтобы взять на себя ответственность за свои чувства и избежать обвинений других. Например,
Скажите: «Я чувствую себя перегруженным, когда у меня слишком много задач одновременно», вместо «Вы даете мне слишком много работы». Уверенное общение способствует взаимному уважению и пониманию, показывая, что вы цените себя и свои потребности, что, в свою очередь, делает вас более ценным и уважаемым в глазах других. Этот подход также способствует более здоровым и сбалансированным отношениям, так как обе стороны чувствуют себя услышанными и понятыми. 7. Приоритизируйте личное развитие. Вложение в личное развитие жизненно важно для того, чтобы вас ценили другие. Это значит постоянно стремиться улучшить свои навыки, знания и характер. Определите области, в которых вы хотите расти, и активно ищите возможности для обучения и совершенствования, будь то курсы, семинары, книги или менторство. Этот подход показывает ваше стремление к самосовершенствованию и вдохновляет других следовать вашему примеру. Личное развитие не только делает вас более компетентным и уверенным, но и увеличивает вашу ценность в глазах окружающих, так как они видят в вас человека, который постоянно стремится быть лучше. Ваше стремление к росту и совершенствованию служит мощным примером для других, побуждая их также стремиться к личному и профессиональному развитию. 8. Примите эмпатию и сострадание. Эмпатия и сострадание — мощные инструменты для построения значимых и ценных отношений. Понимая и заботясь о чувствах и потребностях других, вы создаете глубокие связи и воспитываете взаимное уважение и признательность. Практикуйте активное слушание и проявляйте искреннюю заботу о благополучии других, чтобы показать свою эмпатию и сострадание. Это способствует развитию доверительных и поддерживающих отношений, в которых обе стороны чувствуют себя ценными и уважаемыми. Например, когда кто-то делится своими трудностями, вместо того, чтобы предлагать мгновенные решения, просто выслушайте их и проявите сочувствие, сказав: «Я понимаю, что это должно быть для тебя очень трудно». Эмпатия и сострадание также укрепляют ваши связи с другими, делая вас более ценным и уважаемым в их глазах. Эти качества способствуют созданию более гармоничных и поддерживающих отношений, основанных на взаимном уважении и понимании. 9. Сохраняйте целостность и аутентичность. Целостность и аутентичность необходимы для того, чтобы вас ценили и уважали. Это значит быть верным своим ценностям и принципам и жить в соответствии с ними. Когда вы демонстрируете целостность и аутентичность, вы показываете, что вы надежны и заслуживаете доверия, что вызывает уважение и восхищение со стороны других. Например, если вы пообещали что-то сделать, обязательно выполните свое обещание. Если вы столкнулись с ситуацией, в которой ваши ценности могут быть скомпрометированы, будьте верны себе и действуйте в соответствии с своими принципами, даже если это может быть трудно. Жизнь в соответствии с вашими ценностями и убеждениями показывает вашу целостность и аутентичность, делая вас более привлекательным и уважаемым человеком. 10. Стремитесь к совершенству. Стремление к совершенству заключается в постоянном желании улучшать себя и свои способности. Это не о стремлении к недостижимым идеалам, а о стремлении к постоянному улучшению и самосовершенствованию. Ставьте перед собой высокие стандарты и работайте над их достижением, будь то в профессиональной, личной или социальной сфере. Этот подход показывает вашу преданность и целеустремленность, вызывая уважение и восхищение со стороны других. Например, если вы работаете над проектом, старайтесь выполнить его наилучшим образом, проявляя внимание к деталям и стремление к качеству. Стремление к совершенству также означает готовность учиться на своих ошибках и использовать их как возможности для роста. Этот непрерывный процесс самосовершенствования делает вас более компетентным и уверенным, что в свою очередь делает вас более ценным и уважаемым в глазах окружающих.
Заключение. 10 обсуждаемых стратегий направлены на повышение вашей ценности и уверенности. Эти стратегии не о манипуляции, а о проявлении силы. Вы — строитель своей собственной ценности, и, принимая эти шаги, вы представляете себя как человека с субстанцией, который уважает себя достаточно, чтобы не соглашаться на меньшее. Эти стратегии помогут вам выделиться и стать человеком, который привлекает и заслуживает уважения окружающих. Примите стоические принципы и начните применять их в своей жизни, чтобы достичь большего уважения и признания –